Сегодня у нас будет новый урок по вязанию, займемся творчеством, но вначале пару слов о моем новом мастер-классе. Меня попросили под заказ создать вот такого Винни-Пуха солнечного желтенького. Я не собиралась оформлять на него мастер-класс, но девочки в группе просили, спрашивали, в инстаграме тоже, поэтому я решила, почему бы и нет. Мишка уже давно у заказчицы, это повторка, которую я вязала, чтобы мастер-класс проверить. В общем, если вам тоже нравится это маленькое желтенькое чудо, то ссылка на мастер-класс будет в описании. Переходите, вяжите с удовольствием. Если вы давно на моем канале, то вы помните эту шляпку. Я ее вязала для своей куколки Блайс когда-то очень-очень давно. Еще было очень холодно на улице. Совершенно было не по сезону вязать такую шляпку. Но сегодня мы свяжем вот именно эту композицию. Вот этот чудесный цветочек с бутончиками и листиками. Меня просили о таком мастер-классе еще тогда, но времени не было. А сейчас время пришло. Пора сделать. Как раз скоро у нас 8 марта. Так что тема цветочков очень даже актуальна. Сегодня я покажу вам, какие материалы нам понадобятся, приложу все схемки и потом мы соберем вот эту чудесную весеннюю композицию. Начнем с материалов. Вязать композицию мы будем из ниточек мулине. В 2 ниточки будем складывать, будем вязать. Для цветочков основной цвет я возьму вот такой вот ярко-розовый. Предыдущие цветочки я вязала в более пастельных тонах, а в этот раз возьму более яркий цвет. Вот такой розовый, основной для лепесточков. Далее нам понадобится желтенькая сегментная ниточка для серединки цветочка, чтобы был перепад цвета. И также 2 зелененьких оттенка. Один потемнее, другой посветлее, для листиков. Дополнительно нам понадобится 2 небольшие бусинки и тонкая проволочка. У меня вот такая гамма 0,4 мм. Теперь можно приступать. Начнем с простой детальки. Это серединка цветочка. Вяжется она очень просто. Я прилагаю вам тут текст с описанием всех рядов. По мере того, как вы уже начнете здесь сужать, не забудьте добавить немного наполнителя внутрь. В итоге у нас получится вот такая серединка. Постарайтесь сегментную ниточку взять так, чтобы серединка была темнее, а вот ближе к краям светлее. Так у серединки цветочка создастся объем. Ниточку в конце оставьте. Далее нам нужно связать лепесточки нашего цветочка. Нам их нужно 6 штучек. 5 из них все хвостики нитей закрепите, обрежьте, а на 6-й хвостик нити оставьте. Мы его будем использовать, чтобы собрать все лепесточки вместе. Схему, как вязать лепесточек, прилагаю. И сейчас на примере покажу, как такой лепесточек связать. Показывать на камеру вязание из такой тонкой пряжи очень неудобно и вам ничего не будет видно. Поэтому я возьму обыкновенную привычную мне уже пихорку и покажу вам, как связать такой лепесток. Нам нужно набрать 13 петель плюс 1 петля подъема. Кстати, обратите внимание, обычно, когда мне нужно вязать вдоль цепочки с 2 сторон, я не делаю узелок и потом не набираю нужной длины цепочки. Я обычно начинаю с кольца амигуруми, а потом уже набираю все петельки. И считаю вот это кольцо амигуруми как первая петелька. Сейчас я наберу, потом мы начнем вязать, и вы заметите, как вот это вот кольцо нам здесь удобно будет. Поэтому вот считаю, это первая петелька. И теперь нам нужно набрать еще 13 петель. Наша цепочка набрана. Далее по схеме первый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Начинаем во вторую от крючка петлю. Далее 4 полустолбика с накидом. Далее 3 столбика с накидом. И вот мы дошли до нашей краевой петли, вернее до нашего кольца амигуруми в конце. Вот в это колечко нам нужно провязать 8 столбиков с накидом.
провязываем их. Итак, вот мы их провязали. А теперь наше кольцо амигуруми мы затягиваем. Хоп. Не затягивайте пока слишком сильно. Давайте провяжем 3 столбика с накидом, как у нас по схеме, по вот этой второй стороне. Заодно вот этот хвостик вот этот, следите, чтобы попадал между столбиками, чтобы он находился внутри. Вот наши 3 столбика провязаны. А теперь хорошенько затяните вот это наше колечко. Тяните за эту ниточку и затяните его. Смотрите, какой у нас идеальный получился лепесточек. Видите? Он и изнутри идеальный, никакого узелка нету. И здесь снаружи тоже как хорошо и красиво. Вот поэтому я в таких детальках использую здесь кольцо амигуруми в качестве первой петельки. Теперь вы будете знать. Далее по схемке 4 полустолбика с накидом. Пять столбиков без накида. Все, 5 столбиков провязано. Соединительный столбик, чтобы закрыть наш ряд. Вот наш первый ряд готов. Переходим ко второму ряду. Для подъема. Далее 12 столбиков без накида вдоль края. Все, провязали. Теперь прибавка. 1 столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида, снова прибавка, 1 столбик без накида, снова прибавка. Теперь до конца ряда столбики без накида. Тоже 12 штук получится. Вот мы довязали до конца этот ряд. Этот ряд замыкать не нужно. Набираете петлю подъема, хорошенько ее затягиваете. Вдоль края нужно провязать рачьим шагом. Просто в каждую петельку провязываем столбики рачьим шагом. Вот наш итог. Вот такой получился лепесточек цветочка. Из тонкой пряжи это будет выглядеть вот так. Таких лепесточков, напоминаю еще раз, нужно 6 штучек. Собираем все наши лепесточки в один цветочек. Складываем краешек лепесточка, надеваем его на иголочку. И в итоге вот у нас все 6 лепесточков собраны в одну детальку. Теперь можно их все пришить к нашей желтой серединке. Хорошенько их пришейте. Сейчас я сделаю и покажу вам. В итоге у нас получается вот такой цветочек. Вот так это выглядит сзади. Теперь будем вязать бутончик. Сам бутончик состоит из 3 деталей. Лепесточек, основная часть бутончика, вот эта капелька, и листики снизу, чашечка наша. Начнем с лепесточка. Опять же схемка. Нам нужно набрать 5 петель плюс 1 петля подъема. Первую петельку я, как и прошлые разы, делаю в виде кольца амигуруми. Дальше набираю 5 петелек. Вот, готово. Теперь вяжем вдоль петель. Сначала нужно провязать соединительный столбик, далее столбик без накида и еще один столбик без накида, далее полустолбик с накидом. А вот сюда, в наше кольцо амигуруми, надо провязать 6 полустолбиков с накидом. Готово. Немножко затягиваем. Теперь вдоль второй стороны вяжем полустолбик с накидом, 2 столбика без накида.
Так, хорошенько подтягиваем наше кольцо амигуруми. Так, здесь нужно провязать соединительный. Теперь обрезаем ниточку. Довольно такой длинненький хвостик нам нужен. Так, задний хвостик я обрежу, чтобы он нам тут не мешался. Мы его уже закрепили, этого достаточно. Так, вот. Теперь берем иголочку. Чтобы у нашего лепесточка сформировать острый кончик, мы нашу ниточку протягиваем в петлю подъема, которая у нас была, сюда в краешек. Смотрите, как сразу кончик заострился. Так. На тонкой пряже это еще лучше заметно, чем на толстой. Вот. А теперь эту ниточку нам надо протянуть вот отсюда, вот примерно вот сюда, скрывая ее между столбиками, сместить ее вот сюда. И будем потом использовать ее для пришивания нашего лепесточка к бутончику. Получается вот такой лепесточек и вот наша ниточка для пришивания. На тонкой пряже это выглядит вот так. Вот такой изящный маленький лепесточек с острой верхушечкой. Нам нужно подготовить вот такую заготовочку. Это проволочка тоненькая, приблизительно 15-20 сантиметров длиной. Мы ее протягиваем в бусинку и сгибаем пополам. Получается вот такая деталька. Это наш стебель. Бусинка у нас скроется в бутончике внутри. Поэтому, когда мы вяжем внутренний бутончик, опять же, прилагаю вам схемку, мы вяжем по кругу, без петли подъема. Последний ряд мы пока не провязываем. Нам нужно, чтобы у нас было вот это отверстие, куда мы и вставим нашу проволочку с бусинкой. Вот наша проволочка. Нам нужно аккуратненько ее вставить. Вот так. Видите, как получается? А вот теперь можно довязать последний ряд. И все. Хвостик нити обрезаем, отверстие стягиваем, и наш бутончик будет готов. По мере вот вязания, когда вы последний ряд довяжете, чуть-чуть, самую капельку наполнителя сверху добавьте. Сейчас я все доделаю и покажу вам. Вот такая у нас получилась в итоге капелька. Теперь нам нужно наш лепесточек пришить к бутончику. Просто прикладываем вот здесь с краю и пришиваем вот примерно от этой точки вот до этой точки. То есть свободненьким у нас только вот этот кончик будет, остальное пришиваем. Получится примерно вот так. Вот наш бутончик готов. Я пришила к нему лепесточек. Теперь нам нужно связать зелененькую нижнюю чашечку для нашего цветка. В самом начале вязания оставьте длинный хвостик. Для тонкой пряжи это будет сантиметров 20-25. Он нам понадобится, чтобы потом обмотать нашу проволочку этой зеленой ниточкой. Так что здесь на примере я тоже оставлю хвостик. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Вот они провязаны. Кольцо амигуруми стягиваем. Хвостик оставьте снаружи. Снаружи его оставьте, не прячьте его внутрь, не обрезайте, оставьте его снаружи. Следующий ряд 6 столбиков без накида. Чашечка, естественно, загибается немножко, поэтому поправьте ее. Вот так.
Провяжите еще один столбик без накида. В следующую петлю провяжите соединительный столбик. Теперь набираем 4 петли. Четвертую петельку хорошенько затягиваем. Со второй от крючка петли провязываем 3 соединительных столбика вдоль наших петелек. Вот мы провязали. Теперь провяжите соединительный столбик в ту же петлю, где мы начинали набор наших петель, в ту же самую, в основании. Вот наш первый усик готов. Теперь соединительный столбик в следующую петлю и в следующую петлю. Снова набираем 4 петли, четвертую хорошенько затягиваем, 3 соединительных вдоль петелек, соединительный в основание, соединительный в следующую петлю. На этот раз прямо здесь начинаем лепесточек вязать. Опять 3 петли, четвертую затягиваем хорошенько, 3 соединительных, соединительный в основании, соединительный в следующую и соединительный в следующую. Последний лепесточек вяжем. Все, соединительный в основании. И сама чашечка и 4 наших усика готовы. Хвостик опять же обрезаем, но оставьте его сантиметров 20 для пришивания. Получается такая чашечка с усиками. Сверху ниточка. Это мы будем пришивать чашечку к бутончику нашему розовенькому. А нижний хвостик мы будем использовать, чтобы обмотать вокруг проволочки, чтобы получился зелененький стебель. Вот так это выглядит в итоге на большом размере. А вот так это выглядит из нашей тоненькой пряжи. Видите, то же самое, 4 усика сверху, ниточка для пришивания и ниточка снизу для обмотки. Вот чашечка наша. Берем наш бутончик на проволочке и вставляем чашечку. Так. Вот аккуратненько надеваем. Смотрите, как получилось. Вот эту ниточку используем, чтобы нашу чашечку дополнительно пришить к цветочку сверху. А вот эту нижнюю ниточку берем клей момент кристалл, обмазываем нашу проволочку, кусочками обмазываем и обматываем хорошенько вокруг. Клей поможет нашей ниточке держаться на проволочке. И в итоге получится зелененький стебель. Сейчас все сделаю за кадром и покажу вам. Оба наши бутончика готовы. Вот светленький и чуть более темненький. Теперь будем вязать листики. Их тоже нужно связать 2 штучки из разных цветов зеленой пряжи. Один потемнее, другой посветлее. Я вставляю вам схемку. Начинаем вязать. Хвостики оставляйте и в начале вязания, и в конце вязания. Оба этих хвостика используем для пришивания потом листика к цветочку. Итак, идем по схеме. Набираем 5 петель нашего стебля. Потом 1 петля основания нашего листочка. Затем 8 петель, длина нашего листочка и 1 петля подъема. Петлю подъема хорошенько затягиваем. Так, со второй от крючка петли начинаем вязать соединительный столбик.
потом столбик без накида, 2 полустолбика с накидом, 2 столбика с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик в нашу петельку основания от листика. Вот наш первый листик готов. Набираем 3 петли, наш стебелек, потом 1 петлю основания листика, далее 6 петель, длина нашего листика, петля подъема. Петлю подъема хорошенько затягиваем, вяжем соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик в наше основание листика, в нашу петельку. Здесь у нас 3 листика на верхушечке в 1 петельку основания. Так что прямо отсюда набираем петли для следующего листика. 6 петель и 7-я петля подъема. Хорошенько затягиваем и вновь повторяем. Соединительный, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, соединительный столбик в нашу петельку основания. Вот и второй листик готов. Третий листик, 6 петелек, 7-я петля подъема, хорошенько затягиваем, соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик в петлю основания. Вот наша верхушечка, 3 листика. Теперь вдоль петелек, тех 3, которые мы вязали, нужно провязать соединительные столбики. 3 штучки. 1, 2, 3. Также провязываем соединительный столбик в петельку основания листика нашего первого, который был. Вот. И здесь вяжем последний листик. Набираем 8 петель, 9-я петля подъема, затягиваем, соединительный столбик, столбик без накида, 2 полустолбика с накидом, столбик с накидом, еще 1 столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик в основании нашего листика, в нашу петельку. И осталось провязать 5 соединительных столбиков вдоль оставшихся петель. Вот и готово. Вот в большом размере как выглядит наш листик. Вот таких листиков нужно 2 штучки. Более светлый и более темный. Когда листики готовы, их изнаночную сторону немножко промажьте прозрачным лаком для ногтей. Это сделает листики более жесткими. Видите, как они хорошо форму держат? При этом они довольно податливые, но форму держат. Так что обмажьте, и наши листики будут готовы. Вот у нас все детальки готовы. Сам цветочек, 2 бутончика, 2 листика. Бутончики, обратите внимание. Прикиньте, какая длина стебелечков вам нужна, и обрежьте. Один бутончик должен быть чуть-чуть длиннее, чем второй. У меня получилось примерно тот, который покороче, 3,5 сантиметра, вот эта длина. Тот, который подлиннее, где-то 4 сантиметра. То есть немножко есть между ними разница по длине. Теперь можно собирать все вместе. Сначала пришьем наши бутончики. На кончиках сделайте петельки, вот такие.
небольшие. Теперь расположите бутончики сзади на цветочке и пришейте. Вот наши бутончики пришиты. Я даже умудрилась хвостики затолкать внутрь от проволочек. Если у вас так получится, то тоже сделайте. Я здесь пришила зеленой ниточкой и сверху еще обмазала клеем. Ниточки между собой склеятся и будет получше держаться. Но в любом случае, смотрите, они держатся отлично. Ничто не падает, не ворочается. Все прекрасно. Осталось нам пришить наши листики снизу. Тоже приложите, посмотрите, где вам нравится больше, чтобы они располагались. Сейчас, в общем, я их пришью сзади и вам покажу уже готовый результат. Наш цветочек полностью готов. Оставшиеся хвостики нитей можно использовать для пришивания к изделию. Также такой цветочек будет красиво смотреться в качестве брошки. Надеюсь, урок вам понравился. Подписывайтесь на канал, поддержите меня своими лайками, комментариями. Ну а сейчас всем пока-пока!